Аншлаг на матче Грузия-Украина, Галиадор Гурам-Кашия и Вилли Саньоль лучший тренер этого года. Обо всем по порядку. Свежий Сакартвелуа. Погнали! Друзья, всем привет! Вот так незаметно прошла неделя, и еще одна неделя отделяет нас от матчей сборных, но там будет чуть-чуть больше. Но вот буквально в следующий вторник мы уже с вами будем смотреть на тренировки, в том числе грузинской команды, и готовиться к свежим матчам. Ну а пока давайте разбираться, что было на выходных. Начинаем, как всегда, с главных новостей. И первая новость — это, конечно же, билеты на матч сборной Грузии против Украины. Кстати, продавались билеты и также на матч Чехия-Грузия. Я признаю, что пытался поймать эти билеты, занимал очередь, кучу устройств открывал, сделал даже отдельный выпуск на эту тему. Если вам интересно, вы еще не видели, можете посмотреть. И вот пытался я купить билеты на этот самый матч в Батуми, но, к сожалению, ничего из этого не получилось. Меня быстро запустили в очередь, это прям было какое-то счастье, но ни интернет, ни сайт меня не спасли. В итоге я в этой очереди простоял. Знаете, я так пошутил, что подходил я к кассирше и что-то пытался искать на русском, на английском, но она сказала: нет, только на грузинском. В итоге билеты я не купил, остался без них. Если у вас похожая история, похожий опыт, пишите тоже, делитесь в комментариях. Я уже тут потихонечку узнаю контакты спекулянтов, которые билеты продают. Ну, что остается делать в этой ситуации? Знаете, с одной стороны радость, что будет полный стадион, но с другой стороны вот такие вот комментарии, как вот эти или вот эти, они, конечно, вызывают тоску. Многие, в том числе жители Батуми, они жалуются как раз-таки на представителей Тбилиси, которые вот все билеты скупили. Но я думаю, что дело даже не в городах, откуда болельщики эти билеты покупали, а в какой-то непрозрачной системе, потому что даже я видел появляющиеся места, но купить их или забронировать так и не смог. Очень жаль. Вилли Саньоль тренер года, звучит сенсационно, и это не какая-то грузинская национальная премия, это премия Международной Федерации истории футбола и статистики, и вот там 20 кандидатов. Посмотрите, какая классная компания у Вилли Саньоля. Там и Гарет Саутгейт, и Де Ла Фуэнте из сборной Испании. Вот в такой компании оказался тренер сборной Грузии. Ну, кто-то может сказать, что даже оскорбление, как это топ-20. Все-таки Саньоль вывел команду в топ-16 чемпионата Европы. Но это тренеры по всему миру, не только в Европе. Я думаю, что классное достижение. Вообще, вот эти кандидаты появились не на прошедшей неделе, а даже чуть раньше. Но сейчас активно грузинские СМИ это обсуждают, поэтому я посчитал нужным и вам сообщить. К сожалению, какой-то конкретной даты, когда будет определен победитель, нету. Я думаю, что, наверное, у Саньоля не такие большие шансы, но вот если в топ-5, в топ-10 попадет, я думаю, мы вместе с вами обязательно порадуемся за него. Кстати, у меня на ютубе вышло интервью с Лукой Гадрани, футболистом алматинского Кайрата и национальной сборной Грузии. И как раз-таки там Лука рассказывает вообще об особенностях работы с Саньолем, о том, как он мотивирует команду. Ну и самое интересное, он рассказывает, как Саньоль принимает новичков, потому что Лука приезжал в сентябре впервые в состав национальной сборной, и он очень похвалил то, как Саньоль и вообще весь штаб сборной Грузии отнесся к нему. Я думаю, вот это, наверное, одна из причин того, что эта сборная, несмотря даже на какие-то изменения, до сих пор влюбляет в себя и играет ярко и зрелищно. Страшное наводнение в Валенсии, казалось бы, причем здесь сборная Грузии и наши выпуски. Но дело в том, что два футболиста сборной Грузии, Георгий Мамардашвили и Георгий Кочорашвили, они проживают сейчас в Валенсии, выступая за разные команды, Валенсию и Леванте. И, к счастью, как сообщил Саба Сапанадзе из Геотим, все с ними в порядке, никак они не пострадали, но, к сожалению, в городе 150 погибших, может быть, эта цифра уже и выше. И еще тяжелые последствия до сих пор остаются. Очень много видео, где улицы до сих пор не разобраны. Испанцы жалуются на свое правительство, которое как-то пытается замолчать эту проблему, не приглашает международных спасателей, чтобы ускорить, скажем так, устранение последствий. Ну а что касается футбола, то да, вот действительно все матчи остановились, матчи Кубка не игрались, Валенсия не сыграла с Реалом,
классный был бы матч для Мамардашвили, но, как говорится, здесь совсем не до футбола. Не знаю, будут ли матчи на этой неделе, давайте следить за ситуацией, но надеюсь, главное, что все-таки футбол выйдет на первый план, и вот эти вот страшные последствия уйдут, ну а грузинские футболисты получат наконец свою игровую практику, ну и может быть все-таки эти футбольные матчи помогут людям быстрее прийти в себя после страшной катастрофы. Еще один титул у грузинских футболистов. Лаша Адишария и Лука Силагадзе стали чемпионами Латвии. Причем случилось это именно в минувшие выходные. Выиграли очередной матч футбольный клуб РФШ и таким образом уже обеспечили себе титул за один тур до финиша. Обогнали Ригу. Опять значит, что команда будет соревноваться в Лиге чемпионов спустя год. Не знаю, останутся ли грузинские футболисты в этом клубе в следующем году, но тем не менее этот титул стоит отметить. Адишари играет гораздо больше, получает больше игровой практики, и самое главное, что команда сейчас играет же в Еврокубках, вы не забыли. И, конечно, можно вспомнить яркий матч против турецкого Галатасарая, где Адишари даже отличился забитым голом, и впереди на этой неделе матч с бельгийским Андерлехтом. Кстати, Адишари играет за молодежку, у которой матч впереди против молодежной сборной Хорватии, и там билеты еще есть, поэтому если вы вдруг расстроились из-за билетов на матч против Украины, то вот, пожалуйста, причем все сектора пустые, видимо, спекулянтам эта тема не интересна. Микао Тадзе, я не знаю, что бы вы ему подарили, но вот были разные поздравления, кто-то вспоминал голы Жоржа на Евро, кто-то вспоминал его недавние голы за Лион, мне кажется, сам себе такой подарок Жорж сделал, вообще, почему он этот дубль сотворил за Лион, и так боролся, это был его подарок. Но тренер Лиона не особо захотел раздавать подарки Жоржу, и через 2 дня после дня рождения его, в общем-то, не дал ему особо поиграть. Всего 7 касаний за 14 игровых минут. Ну, такой себе подарок, честно говоря. Ну, вы знаете, главное, что как-то сдвинулось с мертвой точки все у Жоржа. Сейчас опять Еврокубковая неделя. Это значит, что у Леона будет 2 матча. И я верю, что в одном из этих матчей Жоржу дадут поиграть. А сейчас эта игровая практика очень нужна перед решающими матчами Лиги наций. Что же, а теперь мы поговорим про футболистов национальной сборной Грузии, которые играют в европейских чемпионатах. Ну, конечно же, фурор произвел Хвича Кварацхелия, который наконец-таки забил Милану на Сан-Сиро, красивый гол, сместился в центр, поразил дальний угол. Ну, там, конечно, вратарь, может быть, немного и напортачил, но это было красиво, это было эпично. Наполи выиграл, обыграл Милан, как будто бы без шансов. И у Хвичи по этому матчу очень хорошие показатели, очень хорошая статистика. Я сейчас вам, конечно же, ее покажу. Но потом на выходных был матч домашний с Аталантой. Казалось бы, да, Аталанта дерзкая, ну, может, конечно, составить проблемы, но вроде бы Наполи фаворит, Конте знает, как играть. И все же нет. Вот буквально до этого выпуска посмотрел я обзор. Знаете, сейчас такие есть полноценные обзоры. Я ссылочку обязательно добавлю, если вам интересно. По всему миру работает 20 минут, все ключевые события. Вы иногда жалуетесь, что голов вот у меня здесь нету. Но лучше смотрите голы там, где их можно смотреть, потому что этот канал просто исчезнет, если я буду здесь голы размещать. Так вот, Хвича Кварацхелия постоянно обострял на левом фланге. Но вы посмотрите, как его вообще прессовали, даже при смещениях в центр. Просто 3-4 соперника сразу его в коробочку брали и не давали ему никакого пространства. Примерно то же самое случалось и в матче против сборной Албании. Вот такое ощущение, что научились против Хвичи действовать, но хорошо, когда у тренера есть какая-то вариативность. Не сказать, что у Конте этой вариативности не было, конечно, она тоже была, но тут еще и удача сыграла за команду гостей. Был дальний удар Мактомине, попал в штангу. Ну, про Хвичу я уже сказал. У Лукаку был момент, там рикошет был от Хвичи. В итоге забить не смогли. А Аталанта свои контратаки реализовала, 2 мяча забила, и потом в концовке еще даже 3 положила. И для Хвичи, ну, не самый лучший матч, давайте будем откровенны, как и для всей команды. Вообще, если посмотреть на общую статистику Хвичи Кварацхелии, наверное, за последний месяц, давайте назовем это так, не самые лучшие цифры, но есть яркие матчи, и тот же матч с Миланом, конечно, достоин вашего внимания, достоин лайка под этим видео. Я напомню, что Хвича, кстати, в той игре стал еще и лучшим игроком матча.
Идем далее. Георгий Чеквитадзе постоянно играет за Уотфорд. Играет, кстати, на хорошем уровне. И вот здесь Уотфорд после, знаете, таких качелей, то выигрывает он, то проигрывает. Здесь разошелся вообще по полной. Шеффилд на выезде разгромили 6-2. К сожалению, у Георгия только одна голевая передача, хотя креатива и полезных действий от него очень много, что мы видим и по статистике, и по оценке его общей. Но главное, что команда выиграла 6-2. Закрепляется на верхней части таблицы, вся борьба впереди, мы это повторяем снова и снова и продолжаем следить и повторяем самое главное: Георгий без травм. Капитан грузинской сборной Гурам Кашия играл дважды. Вообще, мне кажется, для него это какой-то сумасшедший год. Вот мог ли он представить, встречая Новый год в кругу семьи, вот, да, 2024, что он поедет на чемпионат Европы, пройдет полностью квалификацию Лиги Чемпионов, сейчас будет играть в Лиге Чемпионов, по 2 матча в неделю. Сумасшедший график, но Гурам его выдерживает. Есть определенные спады, и мы видим, опять же, был матч на неделе, на выезде. Ну, выиграл Слован, самое главное, но у Гурама статистика была не самая лучшая. Что касается выходных, здесь Гурам уже как-то подсобрался, у него там и отборы, и перехваты, и заблокированные удары, в общем, сыграл как такой заправский защитник. Не самый лучший игрок матча, но однозначно лучший защитник этого матча. Даже забил гол, представляете, сходил на стандарт, там мяч отрикошетил к нему, он его в уголок отправил технично. Гурам, браво, молодец. И теперь, конечно же, мы ждем Лиги Чемпионов, матч домашний против Динамо Загреб. Загреб играет вроде бы хорошо, всех громит в Лиге Чемпионов. Ну как громит? Сначала получили от Баварии, а потом как будто бы собрались. С Монако неплохо сыграли, потом Зальцбург на выезде обыграли. Но я думаю, что Гурама это не отпугнет. И вот сейчас надо собраться, настроиться и попробовать все-таки выиграть, набрать первые очки. Я верю, что это по силам Гураму и его команде. Ну давайте коротко по другим игрокам, которые провели, может быть, не такие яркие матчи. Саба Лабжанидзе принял участие в победе над командой Лео Месси, Луиса Суареса и Бускетса. В общем, всех обыграли, но начиналось все не так хорошо для Атланты. Пропустили 0-1, и это же, знаете, это уже плей-офф, там идет противостояние до 2 побед. Казалось, что все, до свидания, Атланта, Саба, бери, пакуй чемоданы в Грузию. Но нет, сначала отыграли 1 мяч, а потом в концовочке Лабжанидзе попал в перекладину. Было обидно, казалось, все катится к пенальти. Но нет, еще одна атака и 2-1, и теперь все решится уже в ближайшие выходные. Счет в серии 1-1, теперь игра в Майами. Ну и кто знает, может быть, там Саба Лабжанидзе окажется тем решающим фактором, который выбьет команду Месси. Был бы интересный сюжет. Идем далее. Георгий Заря и Лука Гадрани. Вот эти ребята могут стать чемпионами Казахстана. Совершенно неожиданно Кайрат обыграл Ардабасы. Ну, вернее, победа Кайрата, может быть, и была ожидаемая, но Астана отступилась. И вот это была потрясающая новость. Я видел, что Лука вместе с Георгием, они этот матч вместе смотрели, делились в социальных сетях, рассказывали про эту игру. Кстати, Лука в интервью, о котором я уже говорил, он рассказывает про свою дружбу с Георгием. Повторюсь, что это видео на канале, вы можете его посмотреть. Так вот, теперь Кайрату просто, чтобы стать чемпионом, нужно выиграть свой матч. И все, и ничего ждать не надо, какие-то параллельные результаты, расклады. Просто победить в Атырау. Это не будет легко, безусловно. Гадрани, мне кажется, там не сыграет, потому что его сейчас даже в заявке не было. Но Заря, он прекрасен, он в матче с Ордобасы, ну, не скажу, что прям решающую роль сыграл, но одну из ведущих ролей сыграл. И, вы знаете, меня больше всего поразило, что когда тренер его заменил, стадион ему просто аплодировал, ну, не буду говорить стоя, но аплодировал достаточно громко. И это ли не признание вообще таланта, не признание заслуг Зарии? И теперь, знаете, я думал, что Заря, наверное, как-то себя проявил и уйдет из чемпионата Казахстана. А теперь вопрос, стоит ли ему уходить, потому что Кайрат уже минимум сыграет в Лиге конференций, а в случае чемпионства в Лиге чемпионов. Конечно, это будут ранние стадии, но все равно прекрасный опыт. Заря тут освоился, и это отличный шанс опять заявить о себе. И вдруг, кто знает, команда попадет на какой-нибудь грузинский клуб, будет очень интересно такое противостояние посмотреть. Будду Зевзевадзе сыграл на своем уровне, даже забил гол, но его потом отменили. В итоге Карлсруэ проиграл Ганноверу
1-2, но буду в порядке по-прежнему доказывать, что он твердый игрок основы Карлсруэ, пусть у команды не всегда все ладится. Гачалаишвили, прямо сейчас вот он играет против Силькиборга в чемпионате Дании, уже отличился, кстати, голевой передачей, молодец, там был счет 1-1, когда я начал запись этого выпуска. Гулиашвили, выступающий за футбольный клуб Сараево, уже набрал 9+2 в 9 матчах чемпионата и вообще идет очень хорошо, смотрится уверенно, там Сараево всех громит, но несмотря на это, все же клуб еще не идет на первом месте. Там все-таки разница между топовыми командами и командами пониже достаточно большая, но вот этот прогресс грузинского игрока стоит отметить. В эти выходные гол плюс пас у него против команды Слобода. Ираклий Азарови наконец-таки получил игровое время, аллилуйя! В кубке его тренер выпустил, хорватский специалист, я напомню, Марина Пушич, я к нему обращался в прошлом выпуске, просил обратить внимание, ну Ираклий, это выпусти, сколько можно. Тем более, что Грузия играет против Хорватии в стыках за молодежный Евро, за попадание на этот турнир. И вот я начал думать, не какой-то ли это заговор. Ну, конечно же, нет. Ираклий сыграл, Зарю обыграли 1-0, но в матче чемпионата опять он был на лавке. Ну, еще несколько футболистов. Отар Какабадзе вновь со своей Краковьей побеждает, и знаете, как будто бы он набирает ход, играет все лучше и лучше, опять очень хорошая статистика. Краковья продолжает идти в верхней части таблицы, выше Варшавской лиги, но там лидирует по-прежнему Лех, хотя, в принципе, все так подвижно. Ну и последнее, о ком хотелось бы сказать, это Зорико Давиташвили. В эти выходные опять у него было много моментов, к сожалению, в этот раз он не отличился, и голевых передач не отдал, но Сент-Этьен выиграл со счетом 2-0 против Страсбурга, фаворитом совсем не был, поэтому вдвойне радостно за Зорико. И, знаете, есть ощущение, что он действительно один из ведущих игроков этой команды. Пусть не всегда забивает, но ему доверяют, мяч ему часто дают, и он уже там что-то с мячом выдумывает. На этом сегодня все. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно прошу вас поставить лайк этому видео, оставить хоть какой-то комментарий, сердечко, флаг Грузии, что угодно, потому что есть определенный спад сейчас в просмотрах. Да, Грузия сейчас переживает не самые простые времена, но я надеюсь, что страна пойдет тем путем, которым вы желаете, и все будет хорошо в ваших домах. Ну, а мы с нетерпением ждем заявки Вилли Саньоли, которая вот со дня на день должна появиться. Я обязательно сниму отдельный выпуск, мы подробно проанализируем, кого вызвал Вилли Саньоли, кто должен добывать вот это первое или второе место в группе Лиги Наций. Я напомню, что все решится в ноябре. 2 заключительных матча против сборной Украины, против сборной Чехии. Я постараюсь максимально осветить, находясь на месте событий. Попробую попасть все-таки в Батуми на стадион. Расскажу вам, как вообще мой трип пройдет. Ну и, конечно же, в Грузии посмотрим главный финальный матч против команды Чехии, там с толпой на экранах телевизоров. Я уверен, что это будет ярко, что это будет зрелищно. Поэтому ставьте лайк, оставляйте комментарии, делитесь видео. Мы с вами прощаемся, но ненадолго. Совсем скоро встретимся. Нахвамдис, Генацвали и до новых встреч.